Теперь нужно сделать глазки. У меня есть вот такие глазки на безопасном креплении. И для белков я воспользуюсь желтой пряжей. Эта пряжа у меня Коко. В кольцо амигуруми набираем 6 столбиков. Сильно затягивать не нужно петлю, потому что сюда будем продевать стерженек от глазка. Прокладываем маркировочную ниточку. И второй ряд делаем 6 прибавок. В каждую петлю провязываем по 2 столбика. Третий ряд, столбик прибавка, повторить 6 раз. В ряду у нас сейчас 18 петель, и нужно провязать 2 ряда, 4 и 5 по 18 столбиков в каждом ряду. Теперь я ставлю глазок, немножко подтяну эту ниточку и закрою его на клипсу. Шестой ряд, столбик убавка, повторить 6 раз. Вы, конечно, заметили, что глаз я вяжу наизнанку, потому что здесь меньше рельефа. То есть у меня работа идет от себя. У нас 7 ряд, и мы делаем 6 убавок. Но кроме этого нам нужно еще подпихнуть наполнителя в глаз. Поэтому я сделаю 3 убавки. Теперь подпихну сюда наполнителя. И сделаю еще 3 убавки. Воздушная петля и ниточку обрезать. Вкладываем глаза в глазнички. И теперь надо их как-то ровненько установить. И вот ниточку, которую мы оставляли для пришивания, по кругу пришить стежками глаз в глазницу. Старайтесь сделать это сразу красиво, чтобы не косил. Берем голову и с левой стороны по открытым петлям рыжим белой пряжей в первую петлю делаем фиксирующую. И начиная с этой же самой петли провязываем 34 столбика. И будем это считать первым рядом. Здесь мы как бы закончили вот эту вот часть головы. Пусть это будет первый ряд. Теперь вяжем второй. Да, делаем воздушную петлю, поворачиваем работу. Второй ряд. Убавка. Столбик. 2 убавки. Два столбика. Прибавка. Столбик. Прибавка. Столбик. Прибавка. Столбик. 4 столбика. Столбик, прибавка, повторить 3 раза. 2 столбика. 2 убавки. Столбик. Убавка. Воздушная петля, поворот. Третий ряд. 2 столбика. 2 убавки. Столбик, прибавка, повторить 5 раз. 2 столбика. Прибавка, столбик, повторить 5 раз. 2 убавки.
2 столбика, воздушная петля, поворот. 4-й ряд провязать 40 столбиков, воздушная петля, поворот. 5-й ряд 2 столбика, ниточку откладываем, в следующую петлю черной пряжей делаем фиксирующий столбик, начиная с этого же самого столбика, с этой же самой петли провязываем 10 столбиков. Воздушная фиксирующая петля, нить обрезаем, возвращаемся в белую петлю и провязываем 26 столбиков. Нить откладываем, черной пряжей провязываем 10 столбиков, точно так же, как и все прошлые разы. Делаем одну фиксирующую петлю и начиная с этой же самой петли провязываем 10 столбиков. Воздушная нить обрезали, возвращаемся в белую петлю и до конца ряда провязываем 12 столбиков. Воздушная петля, поворот, 6-й ряд 40 столбиков. Воздушная петля, поворот, убавка, 2 вместе провязываем, 2 столбика, нить откладываем, черной пряжей со следующей петли провязываем 12 столбиков. Воздушная фиксирующая, ниточку обрезаем, возвращаемся в белую и провязываем 20 столбиков. Снова откладываем ниточку, начиная со следующей петли черной пряжей провязываем 12 столбиков. Воздушная петля, нить обрезаем, возвращаемся в белую петлю, провязываем 14 столбиков и 2 последние петли провязываем вместе, делаем убавку. Воздушная петля, поворот, 8-й ряд, убавка, 34 столбика, убавка, воздушная петля, поворот, 9-й ряд, убавка, 32 столбика, убавка, воздушная петля, поворот, 10-й ряд, убавка, 30 столбиков, убавка, воздушная петля, поворот, 11-й ряд, убавка, 5 столбиков, отложить петлю, черной пряжей в следующую петлю фиксирующую одну делаем 1 столбик фиксирующий, провязываем, начиная с этой же самой петли, 18 столбиков. Воздушная петля, нить обрезаем, возвращаемся в белую петлю и провязываем 23 столбика. 2 последние петли провязываем вместе, делаем убавочку, воздушная фиксирующая и ниточку обрезаем. Так, теперь 12 ряд мы будем вязать. Нам нужно по вот этой вот рыжей стороне, по полукруглой вот этой, набрать
провязать 48 столбиков. Делаем фиксирующую петлю. И между рядами, начиная с этой же самой петли, начинаем провязывать. Нам надо уложиться так, чтобы вот где у нас затылочек этот кончался, чтобы у нас по правой стороне 24 было столбика и по левой стороне 24. Укладывайте петли, провязывайте между рядами. Это здесь несложно будет. Нам нужно провязать 48 столбиков. Теперь по белой стороне, по вот этой, по скосу, до открытых петель нужно провязать 8 столбиков, слегка стягивая работу, потому что здесь 8 получится редковато. Теперь по открытым петлям мы подошли уже к этой дорожке. Провязываем 30 столбиков. И снова по белой стороне нужно провязать 8 столбиков. Прокладываем маркер. Тринадцатый ряд, 2 убавки. Сорок столбиков. 4 убавки, 4 раза провязываем по 2 вместе. 38 столбиков и 2 убавки. Раз, 2 вместе, 2, 2 вместе. 14 ряд, 2 убавки. 36 столбиков. 4 убавки, 4 раза провязать 2 вместе. 34 столбика. 2 убавки. 15 ряд, 2 столбика. Откладываем петлю черной пряжей, делаем фиксирующую, начиная с этой же самой петли провязываем 36 столбиков. Воздушная петля, нить обрезаем, возвращаемся в рыжую петлю и вяжем 76 столбиков. Теперь нужно временно отложить вязание и заполнить голову наполнителем, потому что нам нужно сделать небольшие утяжки. У меня это синтепон. Хорошенько наполняем. Наполняем вот эти вот места, не забываем про них. Забиваем в щечки, в ротик. Вот я заполнила голову, теперь нужно вот эти вот веки, потому что сильно заполняем, вот они, глаза выскакивают. Надо их подшить белой ниточкой в белое полотно в край. Зафиксирую узелок, прихватывая наполнитель, который у меня там,
прошью по белым частям туда-обратно вот эту бровку. Чтобы она вот так нависала над глазом. Зафиксирую на узелок и спрячу вовнутрь работы. Точно так же сделаю сейчас с этой бровкой. Подпихиваю туда наполнитель, чтобы он не убегал. Точно так же прошью туда-сюда. Теперь черной пряжей нужно утянуть, черной ниткой нужно утянуть вот эти вот местечки. На прокол выводим под носом посерединке. Здесь оставляем ниточку, ну вот там мне сантиметров 10 она, наверное. Прокалываем полоской. Выводим снова сюда. Стягиваем. И завязываем на узел. Даже можно на 2 узла. Как стягивать, смотрите сами, чтобы было красивенько. Я очень сильно не стягиваю. Подпихиваю сюда вот в щеки наполнитель, в рот. Вывожу посерединке, откуда у меня только что ушла иголка. Прокалываю вот сюда вот. Вот у меня ротик. Вот сюда прокалываю. И через весь наполнитель в угол глаза вывожу. Конечно, лучше, если иголка будет подлиннее, чем у меня сейчас. И подтягиваю. Подтянула. Вывожу в другой глаз. На одну петлю по черному полотну опускаюсь ниже. Вывожу в угол между щекой и ротиком. Подтягиваю. И вывожу снова вот сюда, вот в открытое это место, откуда начиналась у меня утяжка. И снова на 2 узла. Эту ниточку я обрежу. Для крепости еще стяну. Так. Ну, пока это выглядит вот так. Здесь еще пройдусь, наверное, потому что кривовато сделала. Сделаю еще полосочку одну. Теперь рыжей пряжей нужно немножко прошить вот эти вот места, переносицу. Тоже там зафиксирую. Протяну сначала, проколю здесь. А зафиксирую я на узел здесь вот около носика. Там стягивать мы ничего не будем. Нам нужна просто стяжка вот
прошить носик туда-обратно, прихватывая синтепон. У меня синтепон, кто каким наполнителем пользуется. И вот так чуть-чуть чуть-чуть стягивая, не сильно. Прошиваем переносицу, чтобы у нас держалась форма. Потом все это мы еще раз расправим, когда будет уже побольше тушки, потому что здесь и нос надо будет подклеивать, и ушко у нас будет, и будет выглядеть совсем уже по-другому. Ну, пока вот такая мордень. Возвращаемся в вязание. У нас 16 ряд, и мы вяжем 5 столбиков убавка, повторить 2 раза. 12 столбиков, убавка 5 столбиков, повторить 2 раза. И до маркера 38 столбиков. 17 ряд, 5 столбиков убавка, повторить 2 раза. 8 столбиков, убавка 5 столбиков, повторить 2 раза. И до маркера 38 столбиков. 18 ряд провязываем по кругу 70 столбиков. В конце 18 ряда провязываем еще 2 петли. Это петли смещения, потому что у нас убежал ряд. И перекидываем маркер сюда. 19 ряд, 5 столбиков убавка, повторить 2 раза. 4 столбика, убавка 5 столбиков, повторить 2 раза. И до маркера 38 столбиков. Сейчас у нас в кругу 66 петель, и нужно провязать 3 ряда, 20, 21 и 22 по кругу по 66 петель в каждом ряду. 23 ряд, 4 столбика. Откладываем петлю черной пряжей в следующую петлю, фиксирующий столбик. Начиная с этой же самой петли провязываем 20 столбиков черной пряжей. Воздушная петля, нить обрезаем. Возвращаемся в рыжую петлю. И до конца маркера, до конца ряда до маркера вяжем 62 столбика. 24 ряд, 66 столбиков. В конце ряда провязываем 2 петли, дополнительные петли смещения, и перекидываем маркер сюда. 25 ряд, 28 столбиков. Берем передние лапки, и теперь нужно отсчитать слева от хвостика 23 петли и пометить 24-ю. Вот я ее пометила ниточкой, это у меня 24 петля. Слева от хвостика, где у нас закончилось вязание передних лап. Теперь мы будем ввязывать лапы уже вот в тело. Прикладываем пятками на себя. Полоски у нас получается к голове.
Эта петля у меня так и есть на крючке, я ее не убираю. Прикладываем. И теперь нужно провязать вместе, начиная с отмеченной петли лап. Тридцать 8 столбиков вместе с уже вот с телом получается у нас. Лапы с телом. 38 провязываем вместе. Мы вязали переднюю часть лапок. Теперь будем вязать уже вот по этой детали, по телу и по лапкам. У нас 26 ряд, вяжем 28 столбиков по телу и 26 столбиков по петлям лап. Вот там, где у нас слишком далековато, вот допустим, вот это вот она уже провязанная у меня петля, ввязывалась в переднюю сторону, а вот у меня петля, которая сейчас должна быть провязана, и вот мне далековато, да, будет дырочка, поэтому я отсюда возьму одну петлю и ту петлю, которая мне нужно провязать, и провяжу их вместе. Тогда будет аккуратненько и не будет никакой дырочки. Это у меня была одна петля, а нужно провязать 26 до маркера. 27 ряд. 8 столбиков прибавка, повторить 6 раз. 28 ряд. 35 столбиков. Прибавка. 4 столбика. Прибавка. 8 столбиков. Прибавка. 4 столбика. Прибавка. И 5 столбиков до конца ряда. Двадцать 29 ряд. 1 столбик. Откладываем петлю. Черной ниткой в следующую петлю фиксирующей 1 столбик. Начиная с этой же самой петли 28 столбиков. Воздушная петля, ниточку обрезаем. Возвращаемся в рыжую петлю. И до конца ряда вяжем 63 столбика. Теперь нужно провязать 30, 31 и 32 ряды просто по кругу без изменений по 64 столбика в каждом ряду. Вяжем 3 ряда без изменений. 33 ряд. 8 столбиков. Прибавка. 12 столбиков. Прибавка. 42 столбика до конца ряда. 34 ряд вяжем по кругу 66 столбиков без изменений. 35 ряд. Откладываем петлю. Черной пряжей фиксирующий столбик. Начиная с этой же самой петли провязываем черной пряжей 34 столбика.
Воздушная фиксирующая, ниточку обрезаем, возвращаемся в рыжую петлю и провязываем по кругу 66 столбиков. Теперь нужно провязать 5 рядов без изменений с 36 по 40 ряд. Вяжем 5 рядов по 66 столбиков в каждом ряду. 41 ряд откладываем петлю черной, провязываем 38 столбиков. Воздушная петля, ниточку обрезаем, возвращаемся в рыжую петлю и вяжем по кругу 66 столбиков. Следующие 5 рядов вяжем без изменений с 42 по 46, в каждом ряду по 66 столбиков. 47 ряд откладываем петлю черной пряжей, провязываем 42 столбика. Воздушная фиксирующая, ниточку обрезаем и вяжем по кругу рыжей пряжей 66 столбиков. Следующие 5 рядов с 48 по 52 вяжем без изменений по 66 столбиков в каждом ряду. 53 ряд 4 столбика. Откладываем петлю черной пряжей, провязываем 36 столбиков. Воздушная фиксирующая петля, ниточку обрезаем, возвращаемся в рыжую и провязываем по кругу 62 столбика до маркера. Следующие 5 рядов провязываем без изменений по 66 столбиков в каждом ряду с 54 по 58 ряды. 59 ряд 8 столбиков. Откладываем петлю в следующую петлю столбик черной ниточкой и провязываем 30 столбиков. Воздушная фиксирующая, нить обрезаем, возвращаемся в рыжую петлю и провязываем до конца ряда 58 столбиков. Следующие 5 рядов вяжем без изменений с 60 ряда по 64. 65 ряд 12 столбиков. Откладываем петлю черной пряжей, вяжем 24 столбика. Воздушная фиксирующая, ниточку обрезаем, возвращаемся в рыжую петлю и провязываем 54 столбика до конца ряда. 66 ряд 45 столбиков. Берем заднюю лапку, отмечаем слева от хвостика пятую петлю. Вот я ее желтой ниткой отметила. Теперь прикладываю лапу к телу. Полоски у меня внутри оказались. И теперь вместе с этой отмеченной петлей, начиная с нее, я буду ввязывать лапу в тело. Нам нужно провязать вместе 6 столбиков. Шестой столбик у нас будет слева от хвостика. Дальше вяжем по телу 12 столбиков. Берем вторую лапу
Не обращаем внимания сейчас на маркер. Берем вторую лапку. Будем начинать вязание с левой петли от хвостика, с первой. Прикладываем лапу. Эта петля у меня на крючке. Когда мы ее перевернули, у нас получается с правой стороны первая петля. Прикладываем и провязываем тоже 6 столбиков. Первый у нас получился столбик справа от хвостика. Вторая петля у нас уже будет слева от хвостика. Провязали там и 2 петли и еще 4 по прямой. И перекидываем маркер сюда. Теперь новый ряд будет у нас начинаться отсюда. 67 ряд провязываем 42 столбика. 14 столбиков провязываем по лапе. 12 столбиков по телу между лапок. 14 столбиков по второй лапке. И вот мы ввязали обе лапки в тело. У нас 68 ряд, мы просто вяжем по кругу 82 столбика. 69 ряд, 46 столбиков. 4 убавки, 4 раза провязать по 2 вместе петли. 12 столбиков, 4 убавки и до конца ряда 6 столбиков. 70 ряд, 10 столбиков убавка, повторить 6 раз. 71 ряд, 11 столбиков. Отложить петлю, черной пряжей провязать 17 столбиков. Воздушная фиксирующая, ниточку обрезаем, возвращаемся в рыжую петлю и вяжем до конца ряда 55 столбиков. Теперь мы будем вязать все время на убывание, поэтому можно сейчас эту шкурку уже заполнить наполнителем, и дальше уже будем по мере вязания заполнять остальную часть. Заполняем наполнителем и продолжаем вязать. 72 ряд, 9 столбиков убавка, повторить 6 раз. 73 ряд, 8 столбиков убавка, повторяем 6 раз. 74 ряд, 7 столбиков убавка, повторить 6 раз. 75 ряд, 6 столбиков убавка, повторить 6 раз. 76 ряд, 5 столбиков убавка, повторяем 6 раз. 77 ряд, 4 столбика убавка, повторяем 6 раз. 78 ряд, 3 столбика убавка, повторяем 6 раз. 79 ряд, 2 столбика убавка, повторить 6 раз. 80 ряд, столбик убавка, повторить 6 раз. 81 ряд, делаем 6 убавок, петли стягиваем, обрезаем ниточку и прячем вовнутрь работы. Получилась вот такая фигура у нас.
Осталось сделать уши и хвостик. Так, лапки сюда немножечко оттягиваем. Передние, задние, они и так будут хорошо лежать, чтобы было положение лежа у тигра. Вот. Одно ушко я уже связала. Сейчас второе будем вязать вместе. Ухо будем вязать поворотными рядами. Начинаем с белой пряжей. И сделайте себе заметочку, что с 1 по 7 уши состоят из двух частей. Вторая часть вяжется одинаково, как и белая. Рыжая часть будет вязаться одинаково с 1 по 7 ряд. В кольцо амигуруми 4 столбика. Затягиваем в колечко. Воздушная петля. Поворот, прибавка, раз, два в одну петлю, 2 столбика, в крайнюю петлю делаем прибавку, раз, два в одну петлю, воздушная петля, поворот, третий ряд, 2 прибавки, раз, два в одну петлю, раз, 2 в следующую петлю, 2 столбика и 2 прибавки, раз, 2 в одну, раз, 2 во вторую, воздушная петля, поворот, четвертый ряд, прибавка, 2 столбика, прибавка, повторить 3 раза. Воздушная петля, поворот, пятый ряд, столбик, прибавка, 2 столбика, прибавка, 4 столбика, прибавка, 2 столбика, прибавка, 1 столбик в крайнюю петлю, воздушная петля, поворот, шестой ряд вяжем без изменений, 18 столбиков, воздушная петля, поворот, седьмой ряд также вяжем без изменений, 18 столбиков. Теперь, не поворачивая работы, продолжаем вязать. Нам нужно провязать по этой длинной части 11 столбиков. Вяжем 5 столбиков до хвостика. Один столбик в петлю амигуруми в начало работы и 5 столбиков после уже вот хвостика этого. Мы провязали 11 столбиков. Делаем воздушную петлю и ниточку обрезаем. И надо будет связать еще одну такую рыжую деталь. Но нить уже не будем обрезать, а будем эти две детали рыжей пряжей вместе связывать. А с этой деталью сейчас мы еще поработаем. У нас один ряд черной пряжей. В 11-ю петлю от хвостика справа вставляем крючок черной пряжи, первая фиксирующая. С этой же самой петли по кругу провязываем 29 столбиков, по кругу провязываем. Делаем соединительный столбик в черную петлю. Воздушная петля, нить обрезаем. И вяжем рыжей пряжей
по схеме белой части ушка. Связала рыжую часть, теперь беру белую часть, прикладываю, и нужно обвязать вместе эти две части. 29 столбиков по кругу. Оставляем длинную ниточку для пришивания и обрезаем. Будем теперь ушки эти вшивать, голову пришивать. Ухо будем пришивать. Вот у нас первая полоска, вот вторая. От этой полоски снизу первая рыжая, рыжий ряд, вот. И второй ряд, вот он рыжий. Не вот этот вот большая вот эта вот полоска, а вот эта. Вот будем пришивать к ней. Вот так прикладываем и пришиваем за петли сюда и сюда. И так по длине всего ушка. Смотрим, чтобы было симметрично. Может быть, где-то больше натянуть или наоборот присобрать. По длине прошила, теперь поворачиваю. И по обратной стороне теперь уже сверху черный, вот рыжий ряд. Чтобы ушки красиво стояли, подошью с этой стороны. Прихватывая, вот где мы по торцу обвязывали, вот этот ряд, прихватывая его. Ушки пришили, будем делать хвост. Хвост начинаем вязать черной пряжей, будем вязать хвост по кругу. По кольцу амигуруми набираем 6 столбиков. Затягиваем колечко, прокладываем маркировочную ниточку, вяжем второй ряд, делаем 6 прибавок. В каждую петлю провязываем по 2 столбика. Третий ряд столбик, прибавка, повторить 6 раз. Четвертый ряд провязываем по кругу 18 столбиков. У нас пятый ряд и нужно поменять цвет. Черную нить мы не обрезаем, она так и остается у нас здесь. И петля эта тоже у нас остается. Вытягиваем белой пряжей петлю, провязываем. Это у нас первая петля, а нам нужно провязать 18. То есть у нас получается пятый ряд, 18 петель белой пряжей. Одну провязала и еще 17 по кругу. Теперь вводим в работу рыжую пряжу. У нас 6-й ряд, провязываем первую петлю рыжую, белую подтягиваем, вот эти нитки черную и белую не обрезаем, они вот у нас позади работы, пусть так и будут. Одну провязали и провязываем еще 17. И 7-й ряд просто по кругу провязываем 18 столбиков рыжей пряжей. Отодвигаем рыжую ниточку, достаем черную. Немножко мы здесь ее натянем, но не так сильно, чтобы ряды собирались. Черной пряжей провязываем 2 ряда, это у нас 8 и 9, по кругу по 18 столбиков. Теперь вяжем черной. Вот я 2 петли провязала, рыжую немножечко подтянуть, потому что здесь она ослабела у меня. Вот. И по кругу вяжем 2 ряда черной пряжей.
Ниточку отодвигаем черную, достаем белую и белой пряжей по кругу провязываем 18 столбиков. Отодвигаем белую, достаем рыжую и рыжей пряжей 11 у нас ряд провязываем 18 столбиков. 12 ряд продолжаем вязать рыжей пряжей 9 столбиков. Воздушная петля, поворот и вяжем в обратную сторону 9 столбиков. Воздушная петля, поворот, у нас 14 ряд и мы провязываем 18 столбиков по кругу. Провязываем 9 столбиков, которые мы вязали вот. 10 столбик вот сюда. То есть между рядами мы не вяжем, вяжем только по открытым петлям. Провязываем 14 ряд 18 столбиков. 15 ряд продолжаем вязать рыжей пряжей, надо тоже провязать 18 столбиков. Первая петля вот она где. Между рядов не вяжем, просто потуже, потому что здесь расстояние большое, просто мы потуже собираем эту деталь. 18 по кругу. Отодвигаем рыжую, достаем черную ниточку и провязываем 2 ряда 16 и 17 черной пряжей. Отодвигаем черную ниточку, достаем белую и 18 ряд провязываем 18 по кругу белой пряжей. Отодвигаем белую, достаем рыжую и по кругу провязываем 19 ряд 18 рыжей пряжей. Продолжаем вязать рыжей, вяжем 9 столбиков, 20 ряд. Воздушная петля, поворот, 21 ряд, вяжем в обратную сторону 9 столбиков. Воздушная петля, поворот, 22 ряд, по кругу 18 столбиков. 23 ряд, 5 столбиков прибавка, повторить 3 раза. 24 ряд, по кругу провязываем 21 столбик. И лучше всего работу наполнять по мере вязания, потому что хвост потом будет длинный и тяжело будет ровно разместить наполнитель. У нас 25 ряд, и мы провязываем черной пряжей. Отодвигаем рыжую, достаем черную ниточку, и нам нужно провязать 2 ряда черной пряжей, 25 и 26 по кругу провязываем по 21 столбику в каждом ряду черной. Отодвигаем черную, достаем рыжую, ниточку маркировочную тоже не забываем. Достаем рыжую, будем вязать рыжей. У нас 27 ряд, по кругу провязываем 21 столбик рыжей пряжей. 28 ряд продолжаем рыжей вязать 11 столбиков. Воздушная петля, поворот, в обратную сторону вяжем 29 ряд 11 столбиков. Воздушная петля, поворот и 2 ряда провязываем по кругу 30 и 31 по 21 столбику в кругу. Опять же провязываем вот 11, 12 у нас петля вот здесь, между рядами мы не провязываем, вяжем 30 и 31 ряд по кругу. Отодвигаем рыжую, достаем черную и следующие 2 ряда 32 и 33 провязываем черной пряжей. Отодвигаем черную ниточку, достаем рыжую и следующие 5 рядов с 34 по 38 провязываем рыжей пряжей по кругу. В каждом ряду у нас 21 столбик. 39 ряд черной пряжей провязываем по кругу 21 столбик.
И совсем забыла сказать, что белая ниточка нам больше не понадобится, ее можно обрезать. Сама только сейчас обрезала. Так, мы меняем цвет на рыжий, вяжем с 40 по 44 ряд рыжей пряжей 5 рядов. 44 ряд окончен, мы провязываем еще 5 столбиков и перекидываем маркер сюда. 45 ряд, меняем цвет на черный и провязываем по кругу черной пряжей 21 столбик. Меняем цвет на рыжий и следующие 5 рядов провязываем рыжей пряжей. Это у нас 46 и 50 ряды. 51 ряд меняем пряжу и провязываем черной по кругу 21 столбик. Меняем пряжу и 52 ряд вяжем 21 столбик по кругу рыжей пряжей. 53 ряд 6 столбиков прибавка, повторяем 3 раза, пряжу не меняем. Следующие 3 ряда провязываем по кругу 54 по 56 по 24 столбика в каждом ряду. 56 ряд закончил, но мы провязываем еще 4 петли и перекидываем маркер сюда. Следующий 57 ряд провязываем черной пряжей по кругу 24 столбика. Меняем пряжу и вяжем 58 ряд рыжей пряжей по кругу 24 столбика. 59 ряд продолжаем рыжей пряжей 12 столбиков. Воздушная петля поворот, 60 ряд в обратную сторону 12 столбиков. Воздушная петля поворот и по кругу провязываем 3 ряда с 61 по 63 по 24 столбика по кругу в каждом ряду. 64 ряд меняем цвет и провязываем по кругу черной пряжей 24 столбика. 65 ряд меняем цвет и вяжем рыжей пряжей по кругу 24 столбика. 66 ряд пряжу не меняем, продолжаем вязать рыжей пряжей 12 столбиков. Воздушная петля поворот в обратную сторону вяжем 67 ряд 12 столбиков. Воздушная петля поворот и следующие 3 ряда просто провязываем по кругу рыжей пряжей по 24 столбика в каждом ряду с 68 по 70. 71 ряд меняем цвет на черный и провязываем по кругу черной пряжей 24 столбика. 72 ряд меняем цвет на рыжий, провязываем по кругу 24 столбика. 73 ряд продолжаем рыжей пряжей вязать 12 столбиков. Воздушная петля поворот, 74 ряд в обратную сторону провязываем 12 столбиков. Воздушная петля поворот и следующие 3 ряда 75, 76 и 77 просто провязываем по кругу по 24 столбика в каждом ряду. Черная ниточка нам уже не понадобится, ее можно остричь. Будем вязать только рыжий. У нас 78 ряд, провязываем 14 столбиков. Убавка 2 вместе провязываем. Воздушная петля поворот, 79 ряд, убавка 2 вместе провязываем, 10 столбиков.
убавка, воздушная петля, поворот, 80 ряд, убавка, 8 столбиков, убавка, воздушная петля, поворот, 81 ряд, убавка, 6 столбиков, убавка, воздушная петля, поворот, 82 ряд, убавка, 4 столбика, убавка, воздушная петля и оставляем длинную ниточку для пришивания хвоста. Маркер убираем, хвостик у нас готов. Теперь нужно овалом пришить хвостик на место. Я пришивала вот так, то есть пришивала к нижнему рыжему ряду, вот под черной полосочкой, вот так пришивала. Ну, здесь просто пришивайте. Теперь осталось только вклеить тигру нос, и работа будет завершена. Вот так вот я вклею его. Буду клеить на горячий клей. Носы я запекаю сама. Можно вышить носик, можно воспользоваться каким-то покупным носиком. Тоже будет неплохо. Вот такие тигрята у меня получились. Показывайте, что получается у вас. Говорите, из каких ниточек вяжете. Мне это очень интересно. И до новых встреч!